Тайные общества присутствуют во всех социумах Земли. Часто это какие-то политические структуры типа японского зеленого дракона или масонских лож, устроивших революцию во Франции и несколько революций в Европе. В Африке и Океании это таинственные ордена, сохраняющие предания о пришельцах со звезд. Существуют мужские и женские союзы, религиозные ордена и закрытые клубы, в которых люди играют в политику или даже в мировое правительство. Таких закрытых клубов по интересам множество, и они представляют собой некий социальный андеграунд. Среди этих довольно странных групп можно выделить сообщества, принадлежащие к эзотерическим орденам. Основным общим качеством таких сообществ является признание существования в прошлом Земли высокоразвитых технологических цивилизаций. В отличие от тех современных ученых, которые готовы признать существование в прошлом государств атлантов и гипербореев, устроенных по типу других античных государств, эзотерики говорят о технологических цивилизациях космического уровня, имевших планетарные масштабы. Ситуация с этими цивилизациями подобна описанной Пауло Коэльо в романе «Алхимик». Человек отправляется на поиски клада в далекие земли и там узнает, что клад зарыт практически у него дома. Чтобы найти планетарные цивилизации, не надо отправляться в далекие экзотические земли. Достаточно начать поиски буквально у себя под ногами, так как планетарная цивилизация была распространена по всей планете, и ее следы можно отыскать в любом месте. Члены эзотерического сообщества связаны с базами стихии воды. Таких баз известно 3. База лемурийцев, база асуров, база ванов. Каждая база представляет эгрегор, связанный с древней высокоразвитой цивилизацией. Сознание эгрегора называется диспетчером базы. Имеющие посвящение члены эзотерического сообщества могут напрямую подключать свое сознание к диспетчеру базы. Такое подключение позволяет им усиливать свои магические способности и применять заклинания, созданные на языках этих цивилизаций. Используя базы, маги могут загружать в свое сознание программы, входящие в представление о внутреннем сервисе. Информационные технологии древних многократно превосходят аналогичные технологии современной нам цивилизации. Основное отличие их информационных технологий связано с тем, что программы устанавливались непосредственно в сознании человека. Мозг использовался в качестве программируемой матрицы. Вместо чтения или прослушивания книг древние сразу получали конечную информационную матрицу. Например, для овладения курсом знаний, преподаваемых у нас в институте, человеку было достаточно установить в свое сознание определенное количество программ. Что касается опыта работы, например, опыта оперирующего хирурга или пилота звездолета, то создавались ментальные слепки на базе сознания опытных специалистов по отдельным направлениям практической деятельности, программы, передающие накопленный этими специалистами опыт. Все программы, устанавливаемые в сознание человека, формировали виртуальную среду, которая сообщала пользователям новое качество жизни. Подробно рассмотрим категории программ, входивших в представление о внутреннем сервисе. Первое. Системный гид. Программа, имитирующая личность внутреннего секретаря, управляющего установкой программ внутреннего сервиса. Эта программа загружается непосредственно в левое полушарие и имеет прямой доступ к сознанию хозяина. Второе. Базы данных. Учебники и справочники по отдельным дисциплинам. Третье. Сервисные гиды. Программы, моделирующие личности специалистов, комментирующих базы данных. Встраиваются в соответствующие базы данных и управляют доступом к информации. Заменяют собой прямой доступ к базам данных. Четвертое. Экспертные системы. Ментальные слепки с сознания специалистов устанавливаются в левое полушарие, заменяют собой личный опыт, позволяют совершать определенные действия. Например, управление транспортным средством на высоком профессиональном уровне. Пятое. Каталоги. Аналоги фильмов представляют собой обработанные записи с сознания людей. Например, приключения путешественников, людей, отдыхающих на курортах, или туристов, посещающих музеи. Запись производится по всем каналам восприятия и при воспроизведении формирует полное ощущение присутствия в месте событий. Шестое. Эмуляция артефактов. Магические артефакты оставляют отпечатки на ментальном теле человека. Записать
записав такие отпечатки, можно моделировать наличие самого артефакта рядом с человеком. То есть можно создавать программы, работающие как артефакты. Различные артефакты, предназначенные для изменения работы человеческого тела или сознания, представляют собой программы, относящиеся к системе «Внутренний сервис». 6.1. Талисманы. Сложные магические устройства, структурирующие пространство вокруг человека. Часть из них воздействует на сознание человека, другие на внешний мир, изменяя его в интересах человека. Различают талисманы защиты и талисманы, сообщающие сознанию человека магические способности, возможность изменять мир мыслями. Есть талисманы, несущие боевые или целебные заклинания. Существует большой спектр этих магических устройств. При коммутации с базой можно получить программу, эмулирующую нужный талисман. 6.2. Жезлы. Это особая категория магических предметов, предназначенных для определенного воздействия на внешние объекты. Жезлы модулируют излучение сознания мага и формируют на его базе вектор воздействия. Жезл с определенными свойствами может быть эмулирован программой. 6.3. Посохи. Эти артефакты, как правило, связаны с созданием НЧ-порталов. Они являются атрибутами путешественников и разведчиков. Заклинания, поставленные на посохи, создают систему координат, внутри которой перемещается маг. 7. Система Киборг. В оригинале включает в себя физические устройства разных классов, имплантируемые в тело человека. При работе с базами можно получить эмулирующее существование таких устройств программы. Система Киборг включает в себя следующие классы устройств. 7.1. Биочипы, микросхемы, имплантируемые в область позвоночника или локальную зону какого-либо органа. Содержат в себе программы, изменяющие работу периферической нервной системы. На текущий момент нам известны следующие типы биочипов. 7.1.1. Коррекция восприятия. Включает в себя программы, улучшающие работу органов чувств. 7.1.2. Увеличение физической силы. Изменяет порог ограничения силы мышечного корсета организма. Сила мышц рук и ног увеличивается в разы. 7.1.3. Усилитель защиты. Активизирует и настраивает защитные механизмы организма, включая иммунитет, защиту от внешней опасности и общую энергетическую защиту. 7.1.4. Усилитель тела. Увеличивает тонус периферической нервной системы, усиливает автономность тела, расширяет спектр безусловных рефлексов программ периферической нервной системы. Тело переходит в режим решения проблем со здоровьем. 7.1.5. Ускоритель мозга, центральной нервной системы, ЦНС. Ускоряет процесс мышления, позволяет действовать в разы быстрее, чем обычные люди. 7.2. Биоимпланты. Это программы, формирующие образ устройств, аналогичных внутренним органам человека и других существ, имплантируемых в организм человека. В оригинальном варианте это реальные искусственные органы, помещаемые в тело человека и интегрируемые в его организм. 7.2.1. Генератор энергии. Искусственный орган, который соответствует всей системе обмена веществ и производит на выходе жизненную энергию, аналогичную энергии, создаваемой клетками организма человека. Программа, полученная от базы Атлантиды, создает этот орган в виде образа. Генератор обеспечивает организм необходимым количеством энергии для ВЧ-режима, магического. 7.2.2. Дублер печени. Искусственный орган, аналогичный печени человека. Работает в параллельном режиме с собственной печенью. Программа, полученная от базы Ванов, создает образ этого органа, интегрированного в организм. Орган работает в режиме детоксикации организма при любых отравлениях. 7.2.3. Дублер поджелудочной железы. Искусственный орган, аналогичный поджелудочной железе человека. Программа, полученная от базы Ванов, создает образ этого органа, интегрированного в организм. Орган обеспечивает регуляцию уровня сахара при любых экстремальных режимах, в том числе в режиме берсерк. 7.2.4. Усилитель выносливости. Искусственный орган, аналогичный малому кругу кровообращения, обеспечивает организм энергией при любых режимах работы.
Программа, полученная от базы Атлантиды, создает образ органа и интегрирует его в организм. 7.3. Симбионты. Искусственные организмы, входящие в симбиотическую связь с организмом человека, увеличивают возможности организма человека, создавая новые способности или увеличивая существующие. 7.3.1. Генератор энергии. Вырабатывает дополнительную энергию, присоединяясь к системе кровообращения. Обеспечивает магический режим работы сознания. Программа, имитирующая этот симбионт, получена от базы альвов. 7.3.2. Очиститель организма. Очищает организм человека от токсинов и шлаков, поглощая их из системы кровообращения человека. Программа, имитирующая этот симбионт, получена с базы альвов. 7.3.3. Усилитель видения. Соединяется с ценностью человека, расширяя диапазон восприятия. Может рассматриваться как дополнительный орган чувств. Программа получена с базы альвов. 7.3.4. Усилитель низа. Дублирует мочеполовую систему мужчины или женщины, увеличивая возможности организма человека. Программа получена от базы альвов. 7.3.5. Усилитель сознания. Контролирует работу ЦНС. Берет на себя часть функций левого полушария. Переводит некоторые функции, связанные с контролем внимания, в автоматический режим. Программа получена от базы огня порядка. 7.4. Гипермозг. Дублер правого полушария мозга. Работает в параллельном режиме, создавая эффект многоядерного компьютера. Программа получена от базы огня хаоса. В целом, система внутреннего сервиса предназначена для увеличения возможностей магов. Ее использование дает бонус адептам эзотерической традиции по сравнению с членами экзотерического, обычного социума. Помимо программ, преобразующих работу организма адепта эзотерической традиции, существуют информационные таблетки, имитирующие реальные лекарства развитых технологических цивилизаций. База огня. В оригинале такие таблетки представляют собой одноразовые микрокомпьютеры, заключенные в капсулы. Компьютеры несут в себе специализированные программы, воздействующие на организм человека во время движения таблетки через пищеварительный тракт. Такая таблетка работает с обратной связью и сканирует организм изнутри. Питание таблетки рассчитано на однократное использование, и некоторые из них полностью растворяются в организме. Все таблетки этого типа можно разделить на 3 вида: лечебные, профилактические и расширяющие возможности организма человека. Лечебные предназначены для исцеления от конкретных заболеваний. Профилактические создают запас прочности организма, а расширяющие могут на короткое время увеличить возможности человека. Например, убрать необходимость сна или еды, увеличить диапазон и силу. Мы получили программы, имитирующие работу таких таблеток через базу огня, связанную с силами хаоса. Пираты. Наиболее сложным моментом для членов эзотерического социума является принцип оплаты продуктов, получаемых от базы. Например, базы огня, внеземные цивилизации, практикуют создание особого третьего в терминологии магов рынка артефактов, на котором высокотехнологические товары продаются физически. Эти товары могут стоить землянам огромных денег, так как на Земле практически нет экспортных товаров для зарабатывания космической валюты – космодоллары. Земля для межпланетного рынка выступает источником сувениров, в качестве которых выступают произведения искусства или какие-то исторические раритеты. Это поддерживает высокие цены на антикварных рынках. Некоторые анонимные покупатели раритетов приобретают их для эквивалентного обмена на межпланетном рынке артефактов. Антикварный рынок носит подпольный характер и гораздо более законспирированный, чем рынки оружия или наркотиков. Доступ к нему имеют наиболее значимые в плане капиталов или влияния люди. Возможно, благодаря этому рынку некоторые произведения искусства уже покинули планету, в то время как в музеях находятся их тщательно выполненные копии. Мы, не имея возможности покупать физические артефакты, приобретаем их информационные эквиваленты. При этом некоторые базы предоставляют информацию тем, кто может ее получить бесплатно, в то время как другие берут плату информации из сознания мага. На основе такой информации, содержащей сцены земной жизни, создаются каталоги, видеофильмы
имеющий, по-видимому, спрос у инопланетян.